привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Это предновогоднее последнее видео, у меня долго не было, опять. Но знаете, я люблю снимать видео, когда у меня есть настроение, чтобы дать вам хорошее настроение, а не просто снимать, потому что нужно. Поэтому сегодня у нас 30 декабря, до Нового года осталось один день и пару часов, скажем так. И мы подведем немножечко итоги новостей, а также я сниму видео, подведем итоги года. Ну, итоги года в турецком смысле. В итоге года вообще подводить не нужно, потому что год был такой себе. Но пока давайте обсудим самые интересные новости. И берите что-то вкусненькое, глинтвейн, сладости, мандаринки, и будем начинать. Начнем мы с сериала «Зимородок». Надеюсь, я сказала наконец-то это слово правильно. Если правильно, поставьте лайк, потому что я очень старалась. У меня немножечко по-другому это слово звучало все время, но я не являюсь носителем русского языка, поэтому извините. Первая новость у нас о том, что Афра рассталась со своим парнем, что он уехал, спаковал вещи и все. Но это оказалась всего лишь любимая часть журналистов, потому что в этот же день выложили сторис, где Афра и ее возлюбленный вместе смотрят футбол. Ну, как бы такой классный ход, потому что только новость вышла, и сразу ее опровергли другой новостью, правдой. И знаете, будет таких новостей очень много, потому что сериал набирает все больше и больше популярность. Новый фрагмент посмотрели уже 10 миллионов человек. У официального аккаунта 1 миллион подписчиков. Это просто официальный аккаунт. Это не такая уже интересная часть жизни актеров. Но у него уже есть 1 миллион подписчиков. Поэтому новостей про расставание, про романы будет настолько много, что надо просто успеть и понять, что это всего лишь новости журналистов. Также команда порадовала тем, что новогодний эпизод будет интересный. Надеюсь, он закончится там поцелуем, любовью и тому подобное. Короче, чем-то хорошим. И также они сказали, что не будет у них новогодних каникул, и сразу после Нового года, то есть следующую пятницу, это у нас какое число будет? Сегодня у нас пятница или суббота? Так, ну короче, в следующую пятницу ждите новую серию, никаких каникул, как обычно в турецкие сериалы у них не будет, поэтому сериал продолжает радовать своих зрителей и правильно делать. Пока все ушли на каникулы, они прекрасно добьют себе рейтинги. Например, какой-то сериал пошел на каникулы, который был в пятницу, и человек пойдет смотреть другой сериал, и, возможно, он его зацепит. И все, и зрители как бы теперь официально смотрят не тот сериал, а их сериал, и рейтинги будут больше. Поэтому это умный ход. Поэтому другие сериалы берите себе на заметку. Каникулы — это хорошо, но возможно, стать немножечко больше и порадовать своих зрителей, когда у них новогодние каникулы, у них больше свободного времени, и они могут его посмотреть. Поэтому за это просто огромный плюс сериалу и команде. Мehmet Özdemir и ее уже муж Aguskan Koç отметят этот Новый год в Амстердаме. Они отметят Новый год не в Турции. Боже, я хочу отметить Новый год дома, а не в другой стране, а люди едут в какую-то другую страну. Ну ладно, они отметят Новый год в Амстердаме, поэтому ждем красивых, прекрасных фотографий с Амстердама. Поэтому мы тоже за них очень рады. По поводу слухов. Сирнай Сарыкая уже встречалась, мне кажется, со всеми, с кем только можно, по слухам. И теперь у нее, по слухам, Бурак Денис, но она сказала, что это всего лишь слухи. Это я еще раз напоминаю, что когда слухи являются просто слухами, они могут это сказать. Ну, конечно, если у них не дебильное там агентство, как ID, по-моему, есть такое агентство, в которое вступила еще у нас новая, тоже моя любимая актриса. И как-то так, знаете, она сразу рассталась своим возлюбленным. Ничего мне не напоминает, нет? Еще, который был немножко скандалом, у нас есть сериал «Сердечная боль». И по слухам, Альп Навруз не захотел сниматься с Айчой Туран, поэтому ее убрали с роли, которая была бы его там напарницей. По слухам это было так, что они поссорились, и он сказал, что я не хочу с ней играть. Но на самом деле это было всего лишь слухом, кто бы сомневался, правда. И Айча, просто у нее был очень большой гонорар, который был не под силу, скажем, команде. И решили, что не хотят снова соединять Альпа и Айчу, потому что это могли бы быть такие неприятные ситуации по поводу сериала, и поэтому выбрали другую актрису. Альп к выбору актрисы не имел никакого отношения. Ну, журналистам нужно было сделать слух, новость, скандал, и они его сделали. И тоже любимая тема журналистов — считать чужие
деньги. По поводу Гускана Коча они посчитали, сколько же хотели заплатить ему за концерт, от которого он отказался. А по поводу Ханде они сказали, что она заплатила 75 тысяч турецких лир за какие-то бьюти-процедуры, чтобы быть красивой в новом году. Вот скажите мне, какая женщина не заплатит какую-то сумму денег? Неважно какую, неважно война в стране, неважно кризис, она по-любому сделает себе брови, ресницы, маникюр и пойдет на все нужные ей бьюти-процедуры, потому что это нужно. В Украине люди идут без света, когда нет света, делают брови, ресницы, маникюр с генераторами, потому что мы женщины, мы в любом случае хотим быть красивыми. Поэтому вот это, что она потратила какую-то сумму денег на процедуры, это, может она себе это позволить. И она женщина, которая хочет быть красивой, которая хочет нравиться себе и получать от себя кайф. Это классно, это, можно сказать, только ей огромный лайк, плюс, и сказать, что она большая молодец, потому что она вкладывает деньги в себя. Деньги вкладывают в себя, чтобы быть красивой, молодой и больше радовать людей вокруг. На самом деле, когда женщина довольна собой, она может радовать вокруг всех. Это нормально. Но когда она чувствует себя некрасивой, у нее какие-то комплексы, она хочет, там, не знаю, один цвет волос, у нее другой цвет волос, она хочет одну структуру волос, у нее другая структура волос. Она об этом думает, даже если людям это безразлично вокруг, они считают, что и так нормально, но ей не нравится, это будет чувствоваться очень сильно. Поэтому Ханде огромная умничка, что она вкладывает деньги в себя, в свою внешность, в свое развитие и кайфует от жизни. Этому стоит у нее очень сильно поучиться. И дело не в деньгах, девочки, дело в отношении к себе. Керем. Пока Керем отдыхал у нас в Америке, увидел свою семью, своего племянника, свою сестричку, маму, папу, в общем, кайфовал в полной программе, потому что семья — это очень круто, если у вас возможность быть с вашей семьей какое-то время, просто цените это. Вот человек, который не видел свою семью с мая месяца, и не знаю, когда я увижу свою семью, хочу вам сказать одно: цените свою семью и отмечайте с ней все праздники. Это огромное счастье, когда они рядом с вами. В общем, пока Керем кайфовал, радовался, гулял с племянником, выкладывал милое видео, слухи у нас не пропадали. Слухи о том, что он инфаркт получил, что он попал в больницу, попал в аварию, что только не было. И это все на фоне того, когда у него все хорошо. Это о том, что журналистам просто не о чем было писать. О том, что Керем просто поиграл с своим племянником, было бы не очень интересно. Поэтому они выдумывали всякие такие красивые заголовки, красивые такие статьи о том, что вот у него такие вот проблемы. На самом деле у Керема все хорошо, но тот пунктик, что он уже вернулся в Турцию перед Новым годом, в Турцию. Я, конечно, знаю, что для большинства людей там все праздники были немножечко по-другому, и в Америке все-таки отмечают Рождество 24-25, как и сейчас большинство людей так отмечают Рождество, но все равно он перед Новым годом вернулся в Турцию. У него там только собачка. Как-то странно звучит вернуться Новый год в Турцию, отмечать Новый год сам, в пустой квартире, одиноким. Немножко глупо звучит. Надеюсь, что он будет отмечать Новый год хотя бы с друзьями. Мы надеемся, конечно, на другой вариант, но как бы там ни было, надеюсь, что у него все хорошо. Даже если это не Ханде, то у него там есть девушка, и он счастлив. Это мое личное желание, чтобы у него все было хорошо. Но это были все новости на данный момент. Встретимся с вами уже в следующем году, а подведем итоги в следующем видео, которое, возможно, выйдет или сегодня, или завтра. Я надеюсь, что мое настроение станет более стабильным, будем видеть с вами намного чаще, но с наступающими вас праздниками. Берегите себя, мира и чтобы все было хорошо.